Сотрудничество между Францией и Арменией в 2026 году выходит на беспрецедентный уровень, трансформируясь из традиционно дружественных связей в глубокое стратегическое партнерство. Предстоящий майский визит президента Эммануэля Макрона в Ереван станет исторической вехой, в рамках которой стороны официально подпишут соглашение о стратегическом партнерстве. Этот документ призван закрепить долгосрочные обязательства Парижа по поддержке суверенитета и безопасности Армении, выводя взаимодействие за рамки гуманитарных и культурных инициатив. Министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад подчеркивает, что Франция рассматривает Армению как ключевого демократического партнера в регионе, чья интеграция в европейское пространство отвечает общим интересам безопасности. Особое место в этом союзе занимает оборонная сфера, которая в последние годы претерпела качественную трансформацию. Франция не только поставляет Армении современное оборонительное оборудование, но и активно участвует в реформировании армянских вооруженных сил через консультации, обучение личного состава и обмен разведывательными данными. Новый этап партнерства также охватывает высокотехнологичные отрасли, где планируется совместная работа над проектами в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, космических исследований и экологически чистой энергии. Франция стремится стать для Армении главным проводником западных технологий, способствуя модернизации ее экономики и устойчивости перед современными вызовами. Политический вес этого союза подтверждается проведением в Ереване крупнейших международных форумов, таких как 8-й саммит Европейского политического сообщества и 1-й саммит Армения-ЕС. Париж выступает основным лоббистом интересов Еревана в Брюсселе, способствуя развертыванию новых механизмов поддержки, включая миссию партнерства ЕС для борьбы с гибридными угрозами. Совокупность этих мер демонстрирует, что Франция делает долгосрочную ставку на Армению, превращая двусторонний диалог в фундамент новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе. Введение строгих мер безопасности в воздушном пространстве в начале мая лишь подчеркивает масштабность и исключительную важность предстоящих дипломатических событий, которые должны окончательно закрепить новый статус армяно-французских отношений. Отметим, что первый заместитель министра обороны Республики Армения, начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-лейтенант Эдвард Асрян, принял участие в мероприятиях Дня высокопоставленных гостей заключительного этапа учений вооруженных сил Франции «Орион-26». Начальник Генерального штаба ВС Эдвард Асрян провел встречу с начальником штаба обороны вооруженных сил Франции генералом Фабьеном Мандоном. Были обсуждены вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и перспектив его развития. В ходе мероприятия генерал-лейтенант Эдвард Асрян также провел неформальные встречи с командующим Объединенными союзными силами НАТО генералом Инго Герхардцем и командующим сухопутными войсками ВС Франции генералом Пьером Шилли. Отметим, что Франция является самой крупной ядерной державой европейского континента. По поводу выборов в Армении отметим, что глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян сообщил о масштабном расширении системы видеонаблюдения на предстоящих парламентских выборах. Онлайн-трансляция охватит 1800 избирательных участков, что обеспечит мониторинг процесса для 99% избирателей, против 97% на прошлых выборах. Несмотря на цифровизацию процедур аккредитации и подачи документов, само голосование останется традиционным, бумажным. Целью данных мер является обеспечение максимальной прозрачности подсчета голосов и предотвращение нарушений в режиме реального времени. Политическая ситуация в стране остается напряженной. Премьер-министр Никол Пашинян объявил о переходе проекта ТРИП, разблокировка региональных коммуникаций, в стадию практической реализации, назвав его приоритетом для Армении, Азербайджана и США.
Выступая в национальном собрании, премьер отверг обвинения оппозиции в продвижении чужих интересов и существовании секретных соглашений, подчеркнув, что реальный мир возможен только через прямой региональный диалог. Пашинян также отметил, что армяно-российские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня по интенсивности контактов. Кроме того, Пашинян во время выступления в НС Армении заявил, тех, кто хочет помешать армяно-российским отношениям, он по-русски назвал иностранными агентами. Իսկ նրանք, ովքեր ուզում են խաթարել Հայաստան-Ռուսաստան բարեկամությունը եւ եղբայրությունը, այդ մարդիկ պարզապես иностранный агент են. В качестве демонстрации укрепления обороноспособности 28 мая в День Республики на главной площади страны будет выставлено вооружение, приобретенное и произведенное в Армении с 2022 года. На фоне подготовки к выборам и референдуму по новой Конституции обострилось противостояние власти и оппозиции. У здания антикоррупционного суда произошли столкновения между полицией и сторонниками бизнесмена Самвела Карапетяна, в результате которых были задержаны 17 человек, включая Вахинака Варданова. Суд продлил домашний арест Карапетяну еще на 3 месяца и установил рекордный для Армении залог в размере 4 миллиардов драмов. Сам Карапетян заявил о намерении отказаться от гражданств России и Кипра ради участия в выборах, выразив уверенность в своей победе. В это же время стало известно о задержании бывшего командующего 3-м армейским корпусом генерал-майора Григория Хачатурова. Представители Азербайджана, в частности Эльчин Амирбеков и Хикмет Гаджиев, связывают перспективы долгосрочного мира в регионе с результатами выборов и конституционного референдума в Армении. Баку настаивает на решении региональных проблем без внешнего навязывания, отмечая прогресс в нормализации отношений после соглашения, подписанного в августе прошлого года. В рамках этого процесса спикеры парламентов Ален Симонян и Сахиба Гафарова в Стамбуле подтвердили важность парламентского диалога и укрепления доверия. О практических сдвигах в отношениях свидетельствуют и экономические новости. Армянские СМИ сообщают о переговорах по экспорту 20 тысяч тонн сахара в Азербайджан компании Smart Cargo. Тем не менее, эксперты указывают на сохраняющиеся риски. Хотя после вашингтонских переговоров эскалация спала, базовые проблемы, такие как вопрос пленных, оккупированных территорий и риторика западного Азербайджана, остаются нерешенными. Реализация проекта ТРИП также осложняется нестабильностью в Иране. Ключевым препятствием для мирного договора остается требование Баку по изменению Конституции Армении, процесс, который является политически рискованным для действующей армянской власти. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные мировые и региональные события.